Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Неожиданности и сюрпризы августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но у нас сегодня две колоды. Цыганский пасьянс, который больше рассказывает о событиях. И на картах Таро мы тоже спросим неожиданности и сюрпризы августа. Давайте смотреть. Я смотрю за выпавшими значениями, и вы смотрите, пожалуйста, тоже. Если я что-то пропустила, напишите, и мы обсудим. Итак, неожиданности и сюрпризы для близнецов на август. Каковы неожиданности и сюрпризы? Какое-то ваше желание исполнится. Вообще, теоретически, если по прогнозу планетарному, много транзитов в августе, но где-то в середине августа там есть некоторая турбулентность, ближе к концу там тоже не все так гладко. Но это, опять же, планетарно. Очень часто не совпадают планетарные гороскопы, как, впрочем, и расклады по Таро, по картам. Но я заметила, что то, что вот я даже пишу на своем сайте, те гороскопы, которые они как бы с учетом звездного расписания, они почему-то не совпадают с теми таро-прогнозами, которые мы с вами делаем. И, кстати, кому интересно, зайдите на мой сайт. У меня опубликованы как и на август планетарные гороскопы, так и до конца года. Просчитайте, сверьте ваши планы с небесным расписанием. Какое-то среднеарифметическое вы получите. И получите победу, мои дорогие. Правда, какой-то вопрос у вас решится к вашему удовольствию. И буквально корабль. Это, во-первых, один из символов Меркурия. У кого-то торговля пойдет в рост, или пусть вы занимаетесь сферой услуг. Здесь тоже может где-то свидетельствовать о том, что что-то у вас меняется со знаком, опять же, преувеличение, улучшение, больше денег, больше заработка или исполнение желаний. У кого-то поездка. И победа. То есть вас это будет радовать. Мечи. Первая карта. То есть вы можете еще на начало августа в чем-то сомневаться. Получится, не получится. Получится, мои дорогие. Да, правда. Поэтому сами себя не тревожьте, не терроризируйте сомнениями. Более того, какие-то важные документы вы можете оформлять или наметили, может быть, себе уже траекторию движения по инстанциям, по чиновникам, потому что у нас выпадает конверт. И это сами документы или подписание таковых. Иногда это, кстати, карта может свидетельствовать, что вы ждете деньги. Это как прелюдия денежного получения. И поэтому, если для кого-то из вас деньги задерживались, они, скорее всего, к вам придут. Возможно, в первую половину как раз августа. Решится так или иначе вопрос. Или как свидетельство заработать больше денег, опять же. Мы идем вперед. Смотрим, что вам еще выпало. Ну, тут дважды перемены. Тут какие-то судьбоносные, мои дорогие. Близнецы и перемены, потому что, смотрите, часы – это как раз о переменах. И мы еще с вами также говорили о переменах по значению корабля. И деньги. Все то, что я сказала. И получение денег. Или решение какого-то денежного вопроса. Такое тоже может быть. У кого-то может быть как купля-продажа. Вот если есть такое по недвижимости, тоже вполне вероятно. Я не говорю, что буквально это в августе, но, по крайней мере, какой-то вот этот вопрос, если есть сейчас у вас, вы хотите купить, продать или просто там продать, у каждого свое.
но это уже на более таких надежных рельсах стоит. То есть если вы будете продолжать этим заниматься, а любым вопросом нужно заниматься, уделять внимание, значит, и это ваше желание, оно осуществится. Поэтому деньги есть и связаны именно тоже еще, может быть, с бумагами. Пока с вами разговариваю, смотрю, что еще у вас совпало, правда, перемены, судьбоносный период августа. По крайней мере, какая-то его часть для вас. Может быть, связанная с поездками, с путешествиями, может быть, с отдыхом, получением денег, подписанием документов, составлением каких-то важных бумаг. В конечном итоге победа. Поэтому что-то у вас получится. Не тревожьтесь, не сомневайтесь. Давайте на картах Таро раскроем неожиданности и сюрпризы августа. И первые мы карты достанем неожиданности, я имею в виду что-то с возможным минусом, чтобы знать, где соломки подстелить, где себя обезопасить, может быть. Итак, неожиданности для близнецов. А вы можете пятерка мечей, первая победа. То есть вы можете одержать какую-то победу, но она вам не принесет радости. И имеется в виду не эта победа, а это чаще всего как конфликт какой-то. Вы имеете одну точку зрения, человек что-то противоположное, и для вас будет важно с кем-то не поругаться вот конкретно, не увеличить дистанцию конфликта, принять то, что человек по-своему видит события или решение конкретного вопроса. И поэтому от того, как вы умеете договориться, а вы умеете быть великолепными дипломатами, поэтому и будет зависеть качество, которое вы получите. Может быть, иногда вот эта пятерка мечей говорит о людях, с которыми нам уже, может быть, был какой-то прежде конфликт, и мы их совсем видеть не хотим. Но по той или иной причине это может быть даже внезапная встреча или какой-то вопрос, который еще не решенный. Он может как раз вас свести вновь с этим человеком. Всегда по пятерке мечей, как какой-то гештальт мы проходим. И мы пока все точки над «и» не расставим, эта история может о себе периодически напоминать. Поэтому что-то вам тут, возможно, придется красиво завершить. Давайте еще спросим неожиданности. Поездка, путешествие, передвижение. И, кстати, по рыцарю жезлов он готов к любому путешествию, к любому драйву. Он единственное, чего боится, это застоя. По этой карте вы можете конкретно куда-то отправиться или согласовывать по части переезда, повторяюсь, вопрос, или к вам может приехать человек. Есть еще и такое значение. Какое-то, как новость вас может так внезапно застать, и вы на какой-то период времени можете прочувствовать себя, как словно не в своей тарелке. Или как-то не знаю, как на это реагировать, не знаю, что с этим делать. Вот к этому надо быть готовому тоже. И карта нам все-таки говорит, куй железо пока горячо. Что-то вы не сможете, какова бы ни была новость, со знаком плюс или со знаком минус. Вы можете, близнецы, потерять какую-то возможность, отложив какое-то дело на потом. Как будто потом не будет этой возможности. Поэтому будьте внимательны. Даже если и человека видеть не хочется, или новость какая-то, такая совсем со знаком минус, а вам все равно как будто действовать придется. И тогда, скорее всего, вы какой-то вопрос удачно решите. Поэтому где-то к неожиданностям все-таки есть смысл быть готовым. У кого-то, у каждого свой объем, у кого-то это какой-то маленький пункт, а для кого-то из вас это будет означать что-то, более такое существенное. Неожиданности для близнецов. Ожидания или какие-то вопросы, которые связаны с вашей личной жизнью. По этой карте, кубковая карта двора, всегда говорит о наших близких. И пусть у нас выпадает королева, для кого-то из вас, мужчины, мои дорогие, если вы в паре, если вы человек семейный, это ваши семейные вопросы, дела, то, что вы планируете. Может быть, запланировали планов громадье, а как-то идет все по своему сценарию, и вам придется что-то подождать. Где-то вам придется и быть активными.
Но если меня смотрят девушки, то это можете быть и вы, опять же, если вы человек семейный. Или это могут быть известия, кстати, от ваших родственников, или известия от какого-то человека тоже, вот кто близок вашему кругу. Может быть, к вам человек собирается поехать, и вы будете здесь что-то организовывать, продумывать. Или, может быть, и будет тот вопрос, когда, к примеру, да, по документам, вот нам сказали, и придется что-то подождать. По крайней мере, я такое могу предположить. Давайте мы спросим, каковы же сюрпризы. То есть где-то есть вот эта вот скорость, а где-то есть и ожидания по-разному. Все карты достаточно не самые крупные. Нет конкретики какой-то. Наверное, вся конкретика нам выпала в цыганском раскладе. Но, видимо, самое главное – не устроить с кем-то конфликт. Или, к примеру, отправляясь, допустим, в какую-то инстанцию, вы видите, документ пришел, обещали, что сегодня готов. Пришел, а он не готов. Бесполезно ругаться. Лучше договориться, и у вас получится. Или наоборот, вы собирались, ну, где-то так расслабиться, и в какой-то день себя не тормошить. Тут приходит какая-то новость, и вам буквально придется подпоясаться и куда-то стартануть. Вот такие вот просто какие-то, ну, отчасти досадные недоразумения, ведь они тоже могут быть. И о них мы ведь смотрим неожиданности. Вот как раз что-то подобное и может происходить. Итак, сюрпризы – это то, что со знаком плюс для близнецов. Как карты видят. Каковы сюрпризы августа? Эмоции, радость, подарок, путешествие, правда, тоже об этом. К вам может быть любимый человек как подарок или знаки внимания, комплименты, хорошее настроение. Но помимо всего прочего, как раз о хорошем настроении в целом на август нам и говорит карта. Значит, что бы там ни происходило, действительно, хоть камни с неба, для вас, мои дорогие близнецы, все равно все заканчивается не просто к победе, а когда вы остаетесь довольны. Или это нежность, ласка, чувство, ваша личная какая-то история, которая тоже вас будет радовать. Для тех, кто один или одна, сюрпризы, у вас есть возможность познакомиться. Поэтому самое главное не устраивать себе какую-то изоляцию для тех, кто в сольном варианте, а продумать, каким образом как раз может и получиться это знакомство, но словно высшие силы вам будут способствовать. Сюрпризы для близнецов. Давайте еще одну карту. Мир. Отправляйтесь в путешествие. Для тех, кто один или одна, точно какое-то знакомство для вас состоится. И не обязательно, если это очень далеко. Пусть это будет где-то даже поближе. Наверняка вы не все исследовали вокруг того места или центра вашего проживания. Явно есть какие-то еще белые такие пятна на карте, где вам, может быть, и хотелось всегда побывать, но вы оставляли на потом. Ну или иными словами, по карте мир, сам по себе мир. И у кого-то это может быть и достаточно далекое путешествие, и очень грандиозные планы. У кого-то как сюрприз, может быть, вы занимались тем, что готовили почву к тому, что изучали, например, новые технологии. Я имею в виду IT-технологии. Или вы искали работу, вы уже, может быть, работаете в этой сфере, и здесь у вас может быть либо релокация офиса, либо предложение по работе какое-то. Что-то у вас здесь может здорово состыковаться, мои дорогие близнецы, потому что весь мир у ваших ног. Ведь по этой карте это карта и популярности, это карта одновременной победы, это карта, когда нам говорит нет ничего невозможного. Более того, впереди у нас хорошее настроение, когда нас переполняет какое-то очень важно доброе известие, когда у нас что-то получается. Поэтому в сюрпризах у вас действительно что-то получится, даже не одно, как будто вот это пространство Вселенной, правда, мои дорогие близнецы, старается вам помочь. Для кого-то из вас, если были какие-то ссоры в вашей паре, вы можете помириться. Все же аркан мир. Аркан мир говорит о том, что у вас получается удерживать баланс. Но все же это больше такая глобальная карта, она говорит о наших амбициях или честолюбивых планах. Почему я сказала про популярность?
Или когда вы хотите, допустим, занять определенную должность, и, по крайней мере, если первые шаги сделаете, вы увидите, насколько правильно вы идете в этом направлении. Что-то для себя на долгий период времени вы можете решить уже в августе. Сюрпризы. Для близнецов праздник, вот нечего добавить, правда. Все 3 карты, вот сплошные сюрпризы какие-то. Пусть это будет одно какое-то дело, но это будет вас наполнять и открывать совершенно другие перспективы. Пусть это будет встреча с любимым человеком, может быть, у кого-то проиграется так, потому что вы были на расстоянии, может быть и так. Но значит, вы вместе встретитесь, вот как раз аркан мир. Для кого-то из вас, пусть это вы мечтали о новой работе, мои дорогие, при должной активности и быть реалистом все-таки, что есть в моменте здесь и сейчас. Вот верхний ряд об этом тоже говорит. И тогда найдете вы 1001 способ поменять работу или обустроить, может быть, какой-то дополнительный заработок, или начнете что-то изучать перспективное, которое вам в последующем тоже поможет. У вас перемены выпадают дважды, причем такие победоносные. Что-то доброе, хорошее стремится войти в вашу жизнь. Но и быть реалистами. По верхнему триплету определенно стоит, ведь без вашего участия ничего не произойдет. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.